Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такой очень красивый базовый детский джемпер. Данный джемпер у нас будет являться универсальным и подойдет как мальчикам, так и девочкам. Свой джемперок в мастер-классе я сейчас буду вязать на возраст ребенка 1-2 года. Сейчас обязательно я вам сделаю замеры и сразу скажу, в мастер-классе я даю подробный расчет. И посмотрев данный мастер-класс, вы сможете сделать расчеты и связать данный джемпер абсолютно на любой возраст. Свой джемперок в мастер-классе я вязала из вот такой вот пряжи. Это у нас идет пряжа Газал Baby Cotton XL. Метраж у данной пряжи у нас будет идти на 50 грамм 105 метров. И по расходу вот на данный джемпер у меня ушло 190 грамм пряжи. Ну вот, грубо говоря, 4 мотка пряжи мне понадобилось для вязания. Джемперок можно вязать однотонный, можно вязать цветной, полосатый, то есть это уже на ваше усмотрение, как вы будете распределять цвета. Я вяжу джемперок свой двухцветный, и вот этот вот светлый бежевый цвет номер 3446, и вот такой вот кофейный это 3434. Пряжу я покупала лично сама на Валберес. На Валберес там пряжу можно купить сразу 10 мотков, или я покупала пряжу сразу по 5 моточков. То есть купив, скажем так, 5 мотков, вот достаточно будет на джемпер от 1, ну и я думаю даже до 4-5 лет, если ребенок не крупный. Пряжа идет очень мягкая, очень приятная. Она идет такая достаточно толстенькая. Вяжется это все очень быстро. И по составу 50% хлопок и 50% акрил. Очень рекомендую данную пряжу для вязания как детских, так и взрослых плечевых изделий. Так, и по спицам, что нам понадобится. Значит, смотрите, резинки все я вязала спицами 3 миллиметра, так, чтобы они были, ну, так, плотно связаны, чтобы они хорошо так пружинили. Вот они у нас идут внизу, на рукавах и на горловине, так. И основное полотно вот я вязала спицами 3,5 миллиметра. Если вы вяжете плотно, то смело можно взять спицы и 4 миллиметра. Джемпер, как вы видите, я уже связала и постирала, поэтому сейчас делаю замеры уже, скажем так, постиранного изделия. То есть, смотрите, длина рукава от вот здесь подрезов равна, ну вот смотрите, получается вот 21 сантиметр. Длина рукава вот здесь от нашей ложной кетлевки, то есть вот эта длина равна 32 сантиметра. Ширина изделия у меня получается равна, ну вот около где-то 29 сантиметров ширина. Длина, давайте будем измерять от верха горловинки до низа 38 сантиметров. И если от плеча до низа, вот здесь я измерю, длина равна, ну где-то вот 36 сантиметров. Длина регланной линии по переду равна, ну вот 13 сантиметров. И длина регланной линии по спинке получается равна, ну где-то 14,5-15 сантиметров. Вот такая у нас будет вязаться красивая, слегка ажурная регланная линия. То есть вот по спинке. И вот они у нас идут регланные линии по переду. Смотрится очень красиво и очень нарядно. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравится данное изделие. И вы сейчас с удовольствием данный джемпер свяжете вместе со мной. Поэтому, дорогие мои, готовим пряжу, берем спицы и переходим на следующую часть, где мы начинаем с вами делать расчеты
и вязать горловинку. Вязать джемпер я буду из пряжи Gazal Baby Cotton XL. Метраж у данной пряжи будет идти на 50 грамм, 105 метров. Вязать резинку у джемпера я буду спицами 3 мм, основное полотно я буду вязать спицами 3,5 мм. Поэтому перед тем, как приступать делать расчеты, мы с вами должны связать образец лицевой гладью тем же номером спиц, которым мы будем вязать основное полотно, то есть 3,5 мм в моем случае. После чего мы должны рассчитать плотность вязания, то есть сколько у нас получается петель в 1 сантиметре. Плотность моего вязания идет вот в 1 сантиметре 2 петли. После того, как мы с вами высчитали плотность вязания, мы с вами должны определиться с возрастом, на который мы планируем вязать данный джемпер. Свой джемпер в мастер-классе я буду вязать на возраст ребенка 1-2 года. После чего мы приступаем к расчету петель. Для этого мы должны взять окружность головы ребенка, соответствующая данному возрасту. Я сейчас посмотрела по таблице, и окружность головы у деток вот 1-2 года соответствует где-то 46-48 сантиметров. Я беру большее значение, вот 48 сантиметров. Это окружность головы ребенка. Дальше к окружности головы ребенка мы прибавляем окружность шеи ребенка. Это значение также можно посмотреть в интернете. Есть специальные таблицы, где вот, как я говорю, можно посмотреть, какая идет окружность шеи у деток. Ну вот в данном случае 1-2 года, ну или выбираете нужный для вас возраст. Я сейчас посмотрела, что окружность шеи равна 26 сантиметров. Теперь мы эти две цифры складываем, после чего результат делим напополам, на 2. То есть мы высчитываем среднее значение. И в моем случае я получаю 37. На свободу облегания я еще дополнительно сейчас прибавляю 3 сантиметра. И в итоге я получаю, что ширина моего полотна для горловины должна быть равна 40 петлям. Если вы не хотите, чтобы джемпер прилегал к горловине, скажем так, плотно, то можно не высчитывать среднее значение. Мы берем просто окружность головы ребенка. То есть вот, допустим, в данном случае просто 48 сантиметров. В этом случае горловина получается более свободно. То есть и так можно. Или если хотите, чтобы шея ребенка, скажем так, была прикрыта, то мы высчитываем в этом случае среднее значение. То есть после того, как мы с вами определяемся с шириной полотна, мы определяемся далее с количеством петель, которые мы должны набрать. То есть мы берем ширину полотна, умножаем на плотность вязания, и я получаю, что для набора петель вот на горловину я должна набрать сейчас 80 петель. Плюс, конечно же, 1 петля для того, чтобы соединить вязание в круг. По этому же принципу вы сможете рассчитать, сколько петель вам необходимо набрать. И, соответственно, и образец вы можете связать абсолютно из любой пряжи, и джемпер вы можете рассчитать абсолютно на любой возраст. И далее я беру пряжу и спицы. Вязать горловину, как я сказала, я буду спицами 3 мм. Для удобства вязания в моем случае я буду использовать длину спиц 40 сантиметров. И теперь вот обычным способом набора с помощью длинного хвоста на 1 спицу. И я сейчас набираю, в моем случае по расчетам моим, 80 петель и плюс 1 петля для того, чтобы соединить вязание в круг. То есть я сейчас вот набираю 81 петлю. Итак, на спице я сейчас вот набрала 81 петлю. Теперь вот аккуратно все петли мы распределяем по вот всей длине спиц. Если вы вяжете на более длинных спицах, то в середине вытаскиваем петлю из лески и вяжем способом Magic Loop. И теперь, смотрите, мы с вами будем соединять вязание в круг. Для начала мы должны убедиться, что нигде ничего не перекручено. То есть вязание мы сейчас берем вверх
вот этой косичкой наборной. С обратной стороны у нас идут вот такие вот узелки. То есть получается, я сейчас беру в левую руку вот ту спицу, на которой нет никаких кончиков, и в правую руку я беру вот спицу, где мы закончили набирать наши петли, и вот на ней, на этой спице расположены кончики нитей. Теперь на правую спицу я аккуратно снимаю одну петлю, так вот с левой спицы, и теперь левой спицей я подхватываю последнюю набранную петлю. То есть это та петля, на которой расположена нить вот от моточка. Так, и аккуратно сейчас эти ниточки подтягиваю, после чего петлю, которую я переснимала с левой спицы, я возвращаю обратно. То есть вот я соединила наше вязание в круг. И теперь я сразу буду приступать к вязанию резинки первого ряда. То есть вот моя ниточка от моточка. То есть так как петли мы набирали на одну спицу, поэтому первый ряд будет тяжеловато провязывать, но дальше будет все хорошо. Поэтому вяжем внимательно и не спеша. Одну петлю я сейчас провязываю лицевой, одну петлю провязываю изнаночной. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная. Итак, вот я практически довязала до конца первый ряд. Так, изнаночная. Вот начинала вязание я с лицевой петельки. При необходимости мы можем повесить маркер или нить контрастного цвета, которая будет обозначать начало нашего ряда. И теперь, начиная со второго ряда, я буду провязывать все петли по рисунку. То есть вот лицевые петли я провязываю лицевыми, изнаночные петли провязываю изнаночными. Все петли я сейчас буду провязывать за правую стенку каждой из этих петель. То есть вот в моем случае сейчас у лицевых петель правая стенка расположена перед работой, у изнаночных петель правая стенка расположена за работой. Поэтому вот я и провязываю одну петлю вот изнаночную, а одну петлю лицевую. Изнаночная петля, лицевая. Таким образом мы сейчас самостоятельно должны вывязать всю необходимую высоту резинки. Итак, вот я провязала необходимую мне высоту горловины. Вы можете вязать эту резинку любое количество рядов. Здесь у меня всего провязано 11 рядов, и высота резинки равна, ну смотрите, где-то примерно 3,5 сантиметра. Теперь я буду вывязывать ложную кетлевку. В начало ряда я вешаю маркер, и теперь мы с вами должны удвоить количество наших петель. Поэтому приступаем к вязанию первого ряда кетлевки. Начинать мы будем с накида. Поэтому делаю накид вот таким образом, набрасывая нить на спицу вот на себя, после чего я провязываю по порядку одну петлю лицевую. Снова делаю накид, и вот резинку я больше вязать не буду, и следующую изнаночную петлю я также провязываю лицевой. Накид, одна петля лицевая, накид, одна петля лицевая. Так мы вяжем этот ряд до конца. Перед каждой петлей мы делаем накид, и все петли вот нашей резинки мы провязываем лицевыми. Накид, одна петля лицевая, накид, одна петля лицевая. Довязываем этот ряд до конца. В конце ряда накид, лицевая, накид, лицевая петля, и я дошла вот до маркера, который обозначает начало ряда. Маркер перебрасываю на правую спицу, приступаю к вязанию сразу второго ряда. И сейчас накиды, которые мы с вами делали, мы сейчас во втором ряду будем провязывать изнаночными скрещенными петлями. То есть вот за переднюю короткую стенку я провязываю накид изнаночной петлей. Лицевые петли мы сейчас провязывать не будем. Эти петли я сейчас вот за правую стенку петли буду просто переснимать, нить рабочую оставлять за работой. Накид за переднюю вот короткую стенку я провязываю изнаночной петлей, то есть вот одна изнаночная,
лицевую петлю, снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя за работой. 1 петля изнаночная, 1 петлю переснимаю, 1 изнаночная петля, 1 петлю снимаю, нить рабочую оставляя за работой. Таким образом мы сейчас вяжем до конца 2 ряд. В конце ряда вот я провязываю 1 петлю изнаночную, лицевую петлю переснимаю, нить рабочую оставляя за работой, и это я сейчас провязала уже 2 ряд петлевки. Маркер перебрасываю на правую спицу, приступаем к вязанию 3-го ряда. И здесь смотрите, во 2-м ряду мы изнаночные петли провязывали, лицевые переснимали. В 3-м ряду мы будем делать наоборот. То есть изнаночные петли мы будем просто переснимать, но при этом нить рабочую оставлять перед работой. А лицевые петли, которые мы переснимали в предыдущем ряду, эти петли я буду провязывать лицевыми. То есть вот изнаночную петлю за вот правую заднюю стенку я снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя перед работой. Лицевую петлю провязываю лицевой. Изнаночную снимаю, лицевую петлю провязываю лицевой, изнаночную переснимаю, лицевую петлю провязываю лицевой. Так мы вяжем до конца 3-й ряд. И вот я довязала до конца 3-й ряд. Приступаю к вязанию 4-го ряда. И в 4-м ряду я здесь сейчас изнаночные петли буду провязывать изнаночными, а лицевые петли я буду просто переснимать, нить рабочую оставляя за работой. Так, дальше изнаночную петлю я провязываю, лицевую просто переснимаю, оставляя рабочую нить за работой. Изнаночная петлю снимаю, изнаночная петлю переснимаю. Вяжем так до конца 4-й ряд. Итак, я довязала до конца 4-й ряд, то есть в конце вот ряда лицевую петлю я переснимала. Далее маркер перебрасываю на правую спицу. Сейчас мы с вами провяжем последний 5-й ряд. И здесь мы сейчас снова меняем вот наши петли. То есть те петли, которые мы провязывали, сейчас мы будем переснимать. Поэтому изнаночную петлю я переснимаю, нить рабочую оставляя перед работой, а лицевую петлю я провязываю лицевой. Вот за заднюю правую стенку изнаночную петлю я переснимаю, оставляя рабочую нить перед работой, а вот лицевую петлю я провязываю лицевой. Так мы сейчас должны довязать самостоятельно до конца 5-й круговой ряд. Итак, вот я провязала 5 рядов, получается полой резинки. И сейчас мы будем вновь возвращать изначально набранное количество петель. То есть мы сейчас с вами будем провязывать по 2 петли вместе. Этих 2 петли можно провязывать вместе или лицевыми, или изнаночными. Если вы хотите, чтобы визуально было разделение, скажем так, вот нашей верхней части резинки и далее основного полотна джемпера, я буду провязывать 2 петли изнаночными. Поэтому маркер перебрасываю на правую спицу, и теперь 2 вот сразу петли буду провязывать вместе изнаночной петлей. Можно эти 2 петли провязывать и вот 2 петли вместе лицевой петлей. Тогда сразу у нас наша ложная кетлевка будет переходить в полотно вот вязаное лицевой гладью. Ну а я сейчас вот буду провязывать просто 2 петли вместе изнаночной петлей. И опять сразу 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. 2 вместе петли изнаночной петлей. И так я буду вязать сейчас до конца весь этот ряд, провязывая по 2 петли вместе. В конце ряда я также провязываю вот 2 петли вместе изнаночной петлей. И вот я провязала, получается, горловину, кетлевку, и снова
вернула на спицы изначально набранное количество петель. Сейчас в следующей части мастер-класса мы с вами приступим к расчету реглана, вывяжем росток попетельно с вами вместе. Для вязания горловины мы с вами в прошлом видео делали расчеты и набирали 80 петель. Сейчас наших 80 петель мы должны разделить на нашем полотне, то есть вот здесь на нашей горловине, и приступить к вывязыванию ростка. Сейчас я вам покажу еще один способ деления этих петель. Данный способ деления петель будет, скажем так, актуален в тех случаях, если на вязаном нашем полотне планируется вывязываться росток. Для этого мы должны определиться с количеством петель на наших вот этих регланных линиях. Это очень важный момент. И здесь, смотрите, я ничего сейчас не записала, так как в моем именно случае я сейчас буду вывязывать регланные вот эти линии так, что мне не нужно сейчас здесь выделять ни одной петельки. Поэтому здесь очень важный момент, что количество наших петель, которые мы набираем на горловину, если для регланных линий мы выделяем 1, 2 или 3 петли, мы складываем вот здесь общее количество петель, которые мы отдали для вот наших регланных линий. Ну вот, к примеру, всего у меня на спицах 80 петель. Это у нас просто будет идти пример, не относящийся к данному мастер-классу. То есть пример. То есть у нас наших 80 петель, и, допустим, мы бы на регланные линии отдали по 2 петельки, то есть 2, 4, 6, 8. То есть теперь от нашего вот общего количества петель мы отнимаем вот этих 8 петелек, которые мы, к примеру, отдали для регланных линий, получаем 72, и дальше вот наших этих 72 петли мы разбираем по вот этой схеме, которую сейчас я вам покажу. То есть за вычетом петель, которые у нас идут на регланных линиях. С учетом того, что в моем случае на регланные линии я не отдаю нисколько петель. Дальше в процессе вязания вы поймете, как я этот реглан буду вывязывать. Поэтому я беру вот прям все мои 80 петель. И теперь вот это количество петель, ну или за вычетом вот регланных линий, это количество петель мы делим на 9 частей. То есть 9 частей это идет постоянная величина. Ну и вот в моем случае сейчас получается 8,8. То есть целое число 8 и в остатке 8. Теперь этих 9 частей мы распределяем вот на нашем полотне следующим образом. Наперед у нас уходит 4 части, то есть одна часть у нас равняется вот 8 целым петлям. Остаток в конце мы с вами поделим, поэтому мы берем сейчас именно целое число. То есть 8 петель, одна часть умножаем на 4 части, и я получаю по переду 32 петли. На спинку мы отдаем 3 части. То есть я сейчас беру опять же 8 петель, умножаю на 3 части, и на спинке у меня остается 24 петли. Первый рукав у нас занимает одну часть, и второй рукав, соответственно, занимает также одну часть от 9. То есть вот 4, 3, 1 и 1. Это и есть 9 вот этих наших частей. То есть на рукав у нас получается остается 8 петель на один и на второй. У нас еще есть 8 петель в остатке. Можно эти петли разделить между передом и спинкой. Можно от нашего остатка отдать одну петлю на рукава, остальные петли разделить между передом и спинкой. Поэтому, наверное, я сейчас отдам одну петлю на рукава плюс 1. Это вот именно вот это мы делим не целое число, которое у нас идет в остатке. Плюс 1 петля на второй рукав, то есть за минусом 2 петель на рукава
у нас остается 6 петель, и 6 петель я делю между передом и спинкой, плюс 3 петли на перед и плюс 3 петли на спинку. То есть так мы распределяем наши петли в том случае, если у нас есть остаток. Если бы, к примеру, в остатке у меня было 6 петель, я бы просто поделила между передом и спинкой. 4 петли также между передом и спинкой, 2 и 2 петельки. Ну вот, с учетом того, что это 8 петель, ну вот я распределила их вот следующим образом. То есть здесь на самом деле не сильно принципиально. Самое главное, вот мы равномерно остаток распределяем. И с учетом нашего остатка у меня сейчас получается по переду вот будет идти, получается, 35 петель. Мы сразу это можем и отмечать. Вот будет здесь идти моя передняя часть, которая равна 35 петлям. Далее на спинке у меня сейчас будет идти 27 петель. Вот наша спинка, и здесь я записываю 27 петель. На рукавах по 9 петелек, 9 здесь и 9 петель здесь. То есть вот таким образом я распределила моих 80 петель. Теперь давайте перед тем, как приступать к развешиванию маркеров на нашем полотне, согласно вот здесь отмеченным участкам, мы с вами сразу разберем росток. Для этого мы сейчас должны от вот этого количества петель на передней части отнять вот это количество петель по спинке. То есть я беру 35 минус 27, и у меня это получается 8. То есть разница сейчас у нас идет между передом и спинкой 8 петель. Теперь, соответственно, согласно вот данным расчетам, мы с вами должны сделать 8 точек разворота на рукавах. 4 точки разворота на одном рукаве и 4 точки разворота на другом рукаве. То есть вот у нас будет идти первая точка разворота, вторая, третья и четвертая. И здесь то же самое: первая, вторая, третья и четвертая точка разворота. Соответственно, наших 9 петель на рукаве мы должны разделить на вот этих 4 точки разворота. Ну, пусть это у меня будет вот буквально по 2 петельки. 2, 2, 2. И вот последнюю точку разворота я также провяжу через 2 петельки. То есть вот таким образом я сейчас буду делать эти точки разворота на рукаве. И, соответственно, здесь то же самое: 2, 2 и 2 петельки. То есть тем самым вот за счет вот этих точек разворота, первое, что мы сделаем, это компенсируем количество петель на спинке. То есть мы с вами укороченными рядами будем вязать только вот эту заднюю часть, не делая прибавления петель по переду, так как эту часть мы с вами вязать сейчас не будем. И тем самым вот мы, скажем так, выровняем количество петель между передом и спинкой. Далее, когда мы вывяжем этот росток, можно будет, если это необходимо, дополнительно вывязать, скажем так, глубину этой горловины больше. То есть это у нас уже относится не к ростку, а к углублению этой горловины. То есть в этом случае, так, забегая сразу вперед, если это необходимо, то есть теоретически мы, вот как это происходит, вот это количество петель делим на 3 части. Так, это если нам нужно сделать вот эту горловину глубже. И когда мы количество этих петель поделили на 3 части, по вот этим боковым частям, также укороченными рядами, вот здесь можно вывязать это углубление. Ну, давайте я еще чуть позже на этом моменте остановлюсь. Сейчас самое главное, что мы разбираем это распределение петель для реглана и сколько и как мы вывязываем этот росток. Ну и смотрите, мне сейчас, наверное, для удобства вязания
удобно сделать так, чтобы начало ряда у меня было вот здесь расположено. Это будет идти начало моего ряда, то есть между передом и рукавом. В принципе, начало ряда вы можете делать абсолютно здесь в любом месте. Ну вот я сразу поясняю, что здесь будет идти начало моего ряда. Поэтому сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы должны с вами развесить маркеры на вот эти участки. Как я сказала, вот на регланной линии я петель вот нисколько отдавать не буду, но на промежуток между, получается, передом и рукавом и спинкой, вот здесь я буду вешать маркер. Поэтому вот, допустим, идет мое вязание лицевой стороной вверх, я его держу, вот здесь у меня идет ниточка, где я закончила наше вязание, вот вывязав ложную кетлевку, и вот эта часть будет являться передом. Поэтому сейчас я должна отсчитать первых 9 петель и повесить вот этот маркер. Здесь также у нас должен быть маркер, так как эта часть у нас сейчас будет делить, получается, перед и рукав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот сюда я сейчас вешаю, получается, наш первый маркер. Далее у меня идут 27 петель спинки. 1, 2, 3, 4, 26, 27. И сюда я вешаю следующий маркер. Далее у меня сейчас будут идти 9 петель следующего второго рукава. Вот я второй рукав также отметила маркером, и остается, получается, в моем случае 35 петель. Это вот вся передняя часть. На этот промежуток я также вот здесь повешаю маркер. Этот маркер будет обозначать и регланную линию, и начало нашего ряда. Также сейчас, чтобы нам было проще вот провязывать наш росток, делая точки вот разворота в нужных местах, давайте сразу для наглядности вот здесь на каждом рукаве повесим маркер через каждых 2 петельки. То есть вот идет первый мой рукав. Давайте подсчет я буду делать вот от спинки к переду с этой стороны, то есть вот 2 петли. И на этом стыке я вешаю первый маркер. Снова сейчас 2 петли, второй маркер повешаю. То есть вот смотрите, относительно нашего начала ряда я повесила сейчас на рукаве 4 маркера. Если от спинки я вот от нашей регланной вот этой линии, которая просто обозначается сейчас маркером, пропустила 2, 2, 2 и 2 петельки, 4 раза по 2 петли, 1, 2, 3, 4. В конце у нас просто осталась 1 петелька, и вот 4 маркера. Дальше вязание я разворачиваю, это идет спинка, и вот идет второй рукав. Здесь точно так же относительно спинки 2, 2, 2, и вот в конце у нас там останется 1 петелька. Сейчас развешиваю маркеры. Так, вот я также 4 маркера развесила на втором рукаве. И сейчас мы с вами сразу будем приступать к вывязыванию ростка. И на наших регланных вот этих отмеченных участках будем делать прибавление петель через один ряд. Ну или вот когда мы сейчас будем полотно вязать поворотными рядами, а не круговыми, то прибавление петель мы будем делать, получается, в каждом лицевом ряду до и после нашего отмеченного маркера, которым вот мы отмечали вот именно нашу регланную вот эту линию, ну вот, или просто промежуток. Поэтому если сейчас теории по принципу нашему вязанию мы с вами сейчас будем вязать вот рукав, спинку, так получается, делая прибавление петель вот здесь около нашего маркера, здесь спинку, сделаем прибавление петель около вот этого маркера и вяжем на втором рукаве до первой точки разворота. Далее здесь мы вязание развернем, получается, на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны будем вязать этот ряд до первой точки разворота на нашем вот этом рукаве. Довязали до точки разворота первой и вяжем опять вот только петли, получается, спинки, захватывая
в конце ряда по несколько петель от каждого рукава. Тем самым количество петель вот здесь и количество провязанных рядов на спинке у нас будет увеличиваться. Вязать полотно наше основное я буду, во-первых, лицевой гладью спицами 3,5 миллиметра. И сейчас, с учетом того, что петель на спицах у нас немного, и чтобы леску в середине мне не вытягивать, я вот в моем случае пересниму сейчас все эти петли на спицы шапочные, то есть длина от кончика до кончика 40 сантиметров и диаметр спиц 3,5 миллиметра. Можно вязать и способом Magic Loop, то есть на ваше усмотрение, как вам удобнее. Итак, петли я пересняла на более короткие спицы, как я говорила, 40 сантиметров. И теперь давайте также, чтобы нам наглядно было проще сейчас ориентироваться на вот эту часть, где-нибудь вот прям на резинку я повешаю маркер, то есть это будет идти передняя часть, ну так, чтобы было проще, скажем так, ориентироваться. Далее рукав, спинка и второй рукав, так. И вот идет начало моего ряда и сразу первая регланная линия. И сюда я сейчас вешаю маркер. Как я говорила, прибавлять петли мы будем, получается, около каждой регланной линии, получается, до и после маркера. С учетом того, что это идет начало нашего ряда, то мы сейчас сразу должны сделать прибавление петель. Для того, чтобы прибавить петлю, нам нужно сейчас следующих вот этих 2 петельки. А здесь у меня идет точка разворота. Ну ничего страшного, мы эту точку разворота сейчас пока временно уберем. Так, петлю я возвращаю обратно на левую спицу. И теперь это идут 2 петли рукава нерегланных линий. Сейчас вот этих 2 петли мы должны, во-первых, провязать вместе с наклоном в левую сторону и из этих 2 петель вывязать 3 петельки. То есть правая стенка петель у нас сейчас должна располагаться за работой. И за заднюю правую стенку я провязываю сейчас 2 петли вместе лицевой петлей, делаю накид от себя, набросив рабочую нить на правую спицу, и еще раз 2 петли этих провязываю вместе лицевой петлей. То есть вот из 2 петель у меня получилось 3 петельки. То есть вот я около первой вот этой регланной линии, получается, сделала первое прибавление петель. Далее буду провязывать все петли лицевые. Лицевая, точки разворота мы просто пока переснимаем. Это мы вяжем, получается, петли на первом рукаве. И вот в лицевом ряду я буду провязывать сейчас все петли лицевые. Лицевая. Так, смотрите, и вот до нашей следующей регланной линии. То есть в моем случае регланные линии у меня отмечены цветными маркерами. Обычными вот этими булавочками у меня отмечены точки разворота. Поэтому до каждой регланной линии мы будем не довязывать 2 петли. И сейчас мы должны также сделать прибавление петель вот здесь, в этом месте. Здесь 2 этих петли мы должны сейчас развернуть и сделать так, чтобы правая стенка петель располагалась вот перед работой, после чего 2 этих петли мы будем провязывать вместе с наклоном в правую сторону. Поэтому за переднюю правую стенку я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, делаю накид и еще раз этих 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу, и сразу после маркера мы снова будем делать прибавление петель, провязывая 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку или наклоном в левую сторону. 2 петли вместе лицевой петлей, накид, и еще раз 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Это я сделала прибавление петель уже на спинке. Давайте вот этот маркер, нашу точку разворота, мы обратно повесим. То есть вот здесь на рукаве получается перед рукав, вот раз, два, 2 петельки, и вот сюда я возвращаю обратно мой маркер, который обозначает нашу 4-ю точку разворота. Так, все, и теперь я провязываю все петли лицевые на спинке,
не довязывав до следующей вот нашей регланной линии 2 петель. Вот я довязала до следующей регланной линии, это в конце спинки. То есть 2 петли я разворачиваю так, чтобы правая стенка располагалась вот перед работой, после чего за переднюю правую стенку я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, делаю накид и еще раз этих 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу, и после маркера на втором рукаве я также должна сделать прибавку. Правая стенка следующих вот как раз таки 2 петель располагается за работой, поэтому за заднюю правую стенку я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, накид, и еще раз этих 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. То есть я сделала прибавку на втором рукаве и ровно довязала до следующей точки разворота. Поэтому эту точку разворота первую на втором рукаве я убираю. То есть и сразу сейчас вязание я должна развернуть на изнаночную сторону. То есть мы сейчас будем вязать этот ряд с изнаночной стороны до вот этой следующей точки разворота на нашем первом рукаве. Вяжем изнаночный ряд. И здесь сейчас смотрите, как будет начинаться наше вязание. Для того, чтобы здесь вот в этих промежутках был красивый и аккуратный переход, то мы сначала с вами должны сделать накид. Вот от себя набрасываю нить, получается, на правую спицу. И теперь все остальные петли я буду провязывать изнаночными. Вот первая, вторая изнаночная петля, третья, маркер перебрасываю и дальше провязываю все петли изнаночные с изнаночной стороны до нашей первой точки разворота на втором рукаве. То есть вот я провяжу все эти петли изнаночные до точки разворота, не делая никаких прибавлений. Изнаночная, изнаночная, еще одна петля изнаночная, и я довязала до первой точки разворота на нашем втором вот рукаве. Так, и маркер этот я убрала, и сразу вязание я разворачиваю на лицевую сторону. То есть вот идет моя лицевая сторона. Мы теперь снова будем вязать, получается, вот часть петель рукава, петли спинки и часть петель нашего второго рукава до вот этой точки разворота, делая прибавление петель около наших маркеров. Лицевая сторона, опять же, чтобы в этих местах не образовывалось никаких дырочек, мы вначале делаем накид. Вот от себя, набрасывая нить на правую спицу, и далее провязываю одну петлю лицевую, не довязывав вот сразу до маркера 2 петель. 2 петли перед маркером я разворачиваю. Это у нас идет ряд с лицевой стороны, поэтому здесь мы сейчас делаем прибавку. 2 петли за переднюю правую стенку я провязываю вместе лицевой петлей, делаю накид. И еще раз 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу, и после маркера также мы провязываем за заднюю правую стенку 2 петли вместе лицевой петлей, накид, и еще раз 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. После чего провязываю лицевыми петлями петли спинки, не довязывав до следующей регланной линии 2 петель. Перед регланной линией остаются 2 петли. Этих 2 петли мы развернуть должны так, чтобы правая стенка располагалась перед работой, и за переднюю правую стенку 2 петли вместе лицевой петлей, накид, и еще раз 2 петли вместе лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу. После маркера также мы делаем прибавку, провязывая за заднюю правую стенку 2 петли вместе лицевой петлей, накид, и еще раз 2 петли вместе лицевой петлей. Далее у меня идет, внимательно смотрим, лицевая петля, и это я довязала до накида. То есть у нас идет накид и петля. Вот это расстояние у нас четко видно. Оно у нас получается
вот большее, нежели обычное между петлями. Теперь этот накид мы должны провязать вместе с петлей. Но так, чтобы эти петли легли ровно и красиво, вначале мы должны сделать перекрещивание этих двух петель с наклоном в правую сторону. То есть вот это наша вторая петля перед работой должна уйти сейчас вперед. То есть вот перед работой эту вторую петлю я подхватываю сейчас на правую спицу. За работой на левую спицу подхватываю наш накид, 2 петли меняю местами, и после чего петлю плюс накид провязываю 2 петли вот вместе лицевой петлей. Провязала, хорошенечко здесь все подтянула, после чего провязываю 1 петлю лицевую, и это я довязала до следующей точки разворота. Маркер убираю, вязание разворачиваю на изнаночную сторону. И опять с изнаночной стороны вначале я делаю накид, после чего провязываю сейчас все петли изнаночные с изнаночной стороны, то есть не делая никаких прибавок. Изнаночная, изнаночная, маркер перебрасываю, и здесь также петли спинки все с изнаночной стороны я провязываю изнаночными петлями. Так я вяжу до, получается, вот следующей точки разворота. Здесь также мы накид с петлей будем провязывать вместе. Подключусь, покажу как. Так, вот с изнаночной стороны у меня идет изнаночная петля, и сразу идет накид, и вот это большое расстояние между петлями. Сейчас этот накид мы также должны провязать вместе вот с этой петелькой. Здесь мы должны сделать перекрещивание петель с наклоном в левую сторону. То есть за работой на правую спицу я подхватываю, получается, вот первая и вторая петля, вторую петлю. 2 петли снимаю с левой спицы, и перед работой на левую спицу подхватываю первую петлю, то есть это идет наш накид. Так, дальше петлю возвращаю также обратно сейчас на левую спицу, после чего вот этих 2 петли, после того как их мы поменяли местами, мы должны провязать как 2 петли вместе изнаночной петлей. Плюс вот я еще провязываю 1 петлю изнаночную, и я вот довязала до следующей точки разворота на рукаве. Маркер я этот убираю, вязание разворачиваю на лицевую сторону. Вяжем сейчас ряд с лицевой стороны, то есть опять делаю накид и провязываю все петли лицевые, не довязывая до регланной линии 2 петель. Около регланной линии, вот именно в начале, мы 2 петли разворачиваем так, чтобы правая стенка располагалась перед работой вот этих 2 петель, и из 2 петель за переднюю правую стенку я вывязываю 3 петельки. 2 петли вместе лицевой петлей, накид, и еще раз 2 петли вместе провязываю лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу, и из следующих 2 петель мы также будем вывязывать 2 петельки, но за заднюю правую стенку. 2 петли вместе лицевой петлей, накид, 2 петли вместе провязываю лицевой петлей. Так, после чего провязываю лицевыми петлями петли спинки, не довязывав до следующей регланной линии также 2 петелек. Перед маркером 2 петли также я разворачиваю, и из 2 петель вывязываю 3 петельки. Маркер перебрасываю, и после маркера из следующих 2 петель я также вывязываю 3 петельки. После чего вот мы довязали до второго рукава. Вяжем петли лицевые на нашем рукаве до накида. Довязала до накида. Это сразу расстояние видно. Накид, расстояние, петля. 2 этих петли мы вначале должны поменять местами, то есть сделать перекрещивание здесь с наклоном в правую сторону. То есть вот это наша основная петля перед работой, то есть по лицевой стороне должна уйти вот в правую сторону. Поэтому вот 2 этих петли я меняю местами. Поменяла, после чего провязываю 2 петли вместе вот лицевой петлей,
после чего провязываю еще одну петлю лицевую, и это я довязала до следующей точки разворота. Маркер убираю, вязание разворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны делаю накид и провязываю все петли изнаночные до нашего второго рукава, то есть там, где у нас также идет накид, который мы делали в предыдущей точке разворота. Итак, вот я провязала ряд с изнаночной стороны до накида, который мы делали в предыдущем вот нашем ряду. То есть сейчас накид и петлю мы должны провязать вместе, но вначале мы этих две петли должны поменять местами за работой. То есть вот здесь у нас идет лицевая сторона, я подхватываю нашу вторую петлю, то есть здесь мы делаем перекрещивание с наклоном в левую сторону. 2 петли я снимаю и меняю местами, то есть наша основная петля у нас должна оставаться за работой, то есть по лицевой стороне. Петлю вот я возвращаю обратно на левую спицу, то есть вот идет наш накид и петля. Мы эти 2 петли поменяли местами, после чего провязываю вот 2 петли вместе изнаночной петлей плюс еще одна петля изнаночная, и я довязала до следующей точки разворота. И снова вязание я разворачиваю на, получается, лицевую сторону, и опять с лицевой стороны около каждой регланной линии мы будем делать прибавление петель. Здесь, когда мы вязание переворачиваем, всегда мы вначале делаем накид, и после накида, если мы находимся в лицевом ряду, то все петли провязываем лицевыми, не довязывав до регланной линии 2 петель. Около регланной линии остается 2 петли, вначале мы их развернем и за переднюю правую стенку провяжем вот 2 петли вместе лицевой петлей, накид, 2 петли вместе лицевой петлей, то есть из 2 петель вывязали 3 петельки. Маркер перебрасываю, и после маркера также 2 петли за заднюю правую стенку я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, накид, 2 петли вместе лицевой петлей, также из 2 петель вывязали 3 петельки, после чего провязываю петли спинки лицевыми петлями до нашего накида на рукаве. То есть это накид, который мы делали в прошлом изнаночном ряду, когда переворачивали наше вязание. Итак, я довязала ряд с лицевой стороны до накида. Около вот этой регланной линии я также делала прибавление петель до и после маркера. Здесь сейчас опять накид и петля. Меняем этих 2 петли местами или делаем перекрещивание с наклоном в правую сторону, после чего петлю и накид провязываем вместе лицевой петлей плюс еще одна петля лицевая, и вот с этой стороны я довязала до последней уже точки разворота. Маркер убираю, вязание разворачиваю сейчас на изнаночную сторону, с изнаночной стороны делаю накид и провязываю все петли изнаночные до накида на втором рукаве. Итак, я провязала сейчас ряд с изнаночной стороны до накида. Здесь у нас вот осталась также последняя точка разворота, поэтому здесь этих 2 петли мы меняем местами или делаем перекрещивание с наклоном в правую сторону. То есть вот 2 петли меняем местами, после чего вот наша идет основная петля, и сзади за петлей идет накид. Мы провязываем этих 2 петли вместе изнаночной петлей. Далее провязываю еще одну петлю изнаночную, и вот здесь идет последняя точка также вот разворота. То есть я разворачиваюсь сейчас с этой стороны последний раз. Так, развернула, делаю накид и провязываю сейчас все петли лицевые. Около каждой вот этой регланной линии мы продолжаем делать прибавку. Как мы делаем эти прибавки, я вам показала. И вяжем мы сейчас до вот этого нашего накида на втором рукаве. То есть вяжем все петли лицевые, делая прибавки около регланных линий. Итак, вот я сейчас провязала ряд с лицевой стороны до вот здесь последней точки разворота.
делая прибавление петель около каждой регланной линии. Здесь сейчас будет внимательно несколько очень важных моментов, которые мы должны учесть. Это моменты, касающие вот именно этих регланных линий. То есть, если, к примеру, вы вяжете какие-то другие регланные линии, выделяли, к примеру, 1 или 2 петли центральных для вывязывания реглана, этот момент здесь будет не нужен. Но здесь у меня что сейчас получается, что в этом месте я должна накид провязать вместе с петлей. Так как это идет регланная линия, и из сразу 2 петель я должна также сейчас вывязать 3 петельки, то есть сделать прибавку. Но вот этот накид у нас не является петлей, это идет просто накид, который мы делаем. Поэтому если я сейчас накид провяжу с петлей и из вот этих сразу 2 петель вывяжу 3 петельки, на этом рукаве у меня сейчас будет идти на 1 петлю больше. Но это мне сейчас как раз таки и нужно. То есть этот момент я понимаю и делаю вот именно намеренно. То есть, скажем так, дополнительно сделав эту прибавку, на этом рукаве у меня будет идти на 1 петлю больше, так как на втором рукаве я сейчас также буду производить одну манипуляцию, которая также для меня очень важна. Сейчас чуть позже объясню. Ну а я здесь сейчас петлю и накид сначала меняю местами, то есть делаю перекрещивание с наклоном в правую сторону, так, после чего накид и петлю провязываю. 2 петли вместе лицевой петлей, накид, и еще раз 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. То есть вот из как бы 2 петель я вывязала 3 петельки. Здесь я уже вот подсчитывала петли, когда я движу до конца ряд, у меня будет идти по переду 37 петель, по спинке 37 петель. Ну и если бы я сейчас вот эту манипуляцию здесь не сделала, из накида и из петли я бы не вывязывала 3 петельки, то по правильному на рукавах у меня должно оставаться сейчас по 15 петель. Но благодаря этой манипуляции здесь у меня прибавилась 1 петелька. И здесь мы также прибавим эту 1 петлю. Это вот особенно в этом месте очень важно и нужно. Это там, где у нас идет начало ряда. Но до этого мы сейчас с вами еще дойдем. И с учетом того, что ни на одном, ни на втором рукаве у нас больше нет точек разворота, то есть я сейчас больше не буду вязать вот ряды с изнаночной стороны. То есть это мы с вами вот как раз таки сейчас и вывязали весь росток. То есть спинка у нас вот идет длиннее, видите, нежели наша передняя часть, которую мы совсем еще даже не начинали вязать. Но сейчас вот именно на данном этапе я хочу просто теоретически быстро рассказать вам, как мы можем сделать вот эту горловину так, чтобы она была глубже. Конечно, это более актуально для вязания изделий взрослых. Для детских изделий, в принципе, достаточно и вот просто этого ростка. Но когда мы на рукаве вывязали вот эти все точки разворота, это мы с вами вывязали росток. Далее мы можем начинать вот на данном этапе, не довязывая этот ряд, формировать углубление горловины. То есть сейчас данная информация у нас не относится к мастер-классу, она относится больше, скажем так, к пониманию, за счет чего мы можем сделать эту горловину глубже, если это вам необходимо. Как я говорила, количество петель на этой горловине мы должны разделить на 3 части. И это у меня сейчас получается вот здесь 12 петель, здесь 12 петель и в центре остается 11 петель. Вот как раз таки центральных 11 петель мы не трогаем, а вот эти петли с одной стороны и с другой стороны мы можем также провязать укороченными рядами. Чем больше мы сделаем точек разворота на вот этих участках, тем глубже будет эта горловина. И вот как раз таки смотрите, на что влияет этот момент. Наглядно рисуем горловину. То есть у нас идет, к примеру, вот задняя часть. И вот мы сейчас с вами, к примеру, сформировали росток, и у нас получилась вот такая горловина. Если мы начинаем вязать укороченные ряды по передней части,
у нас эта горловина уже имеет вот более глубокую вот такую округлую форму. И, соответственно, чем больше мы здесь провязываем этих укороченных рядов, тем вот больше получаем углубление. То есть вот на что влияют провязанные ряды, укороченные по передней части. Но, как я говорю, это больше актуально для вязания взрослых изделий. Для детей достаточно вот тех рядов, которые мы с вами провязали вместе, вывязав росток. Поэтому сейчас вот петли переда. Я никаких укороченных рядов по передней части вывязывать больше не буду. И теперь получается наша регланная линия, рукав. Здесь по переду я сейчас должна прибавить одну петлю около регланной линии, то есть сразу 2 петли вместе лицевой петлей, накид и еще раз 2 петли вместе лицевой петлей, после чего провязываю петли переда лицевыми петельками, не довязывав вот здесь до начала нашего ряда 2 петель. Начало ряда у нас также служит в качестве регланной линии. Итак, я провязала лицевыми петлями петли переда, не довязывав до нашего начала ряда 2 петель. Здесь мы сейчас, получается, в конце вот нашего ряда кругового, это получается вот провязав петли передней части, остается 2 петли, должны сделать прибавку, то есть вот из 2 петель мы должны вывязать 3 петельки. И теперь очень важный момент: по количеству петель я вам рассказала, и здесь смотрите, я уже вязала такой джемпер, и мне пришлось его распустить вот именно на моменте вывязывания реглана, так как вот это именно моя регланная линия, которая служила и в качестве, скажем так, начала ряда, и в качестве регланной линии. В процессе вязания круговыми рядами она у меня визуально отличалась от оставшихся этих 3 регланных линий. Ну, может, ниточку здесь сильно затягивала, поэтому я сейчас рекомендую что сделать: сместить начало нашего ряда временно на центр рукава. То есть сейчас смотрите, что я делаю. Вот этот маркер, который обозначает именно начало нашего ряда, я сейчас отложу и возьму обычный маркер, которым я обозначаю регланные линии. Вот сюда я сейчас вешаю маркер. Несмотря на то, что здесь я сейчас уже сделала прибавку, когда вязала вот здесь ряд первый с лицевой стороны, я все равно сделаю прибавку так, чтобы эту регланную линию вязать точно так же, как и все остальные, так, чтобы здесь не было как раз таки вот этого перехода прибавок, которые мы делаем в начале, а здесь мы делаем в конце ряда. Поэтому здесь вот именно сейчас из 2 петель, их я здесь вот сейчас разверну так, чтобы правая стенка располагалась за работой. Я вывяжу 3 петельки, 1, 2, 3. Дальше здесь у нас еще идет и накид, который мы должны были сейчас провязать вместе с петлей, поэтому я все-таки сейчас вот смотрите верну 2 петли обратно, и сейчас вот петля, петля и накид, 3 петли этих я захватываю вот, и из 3 петель накид у нас не является петлей. То есть я вывязываю 3 петельки, 1, 2, 3. То есть вот, чтобы не было никаких дырочек. Все, мы провязали. Теперь я провязываю вот 1, 2, 3, 4, ну вот пусть будет 5 петель лицевых. И вот сюда я сейчас вешаю маркер, который будет являться началом нашего ряда. То есть вот у меня идут от этого маркера до этого маркера петли рукава. Можем сейчас их пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть все, 16 петель у меня сейчас расположено на одном рукаве, 16 петель расположено на втором рукаве. Началом ряда у меня идет центр рукава. Так, и теперь что мы делаем дальше? Теперь как раз таки, сделав вот несколько этих дополнительных манипуляций, у нас наши регланные линии будут абсолютно одинаковые, все 4. И теперь
мы, получается, сейчас провязали ряд, и в этом ряду мы делали прибавление около каждой регланной линии. Сейчас мы с вами должны провязать один круговой ряд просто лицевыми петлями, не делая никаких прибавлений. То есть вот мы просто вяжем сейчас все петли лицевые до нашего начала ряда. Этим началом ряда является середина рукава, отмеченная вот этим круглым другим маркером. Вяжем ряд этот самостоятельно. Итак, вот я провязала один круговой ряд, провязывая просто все петли лицевые. Вот идет начало нашего ряда, маркер перебрасываю на правую спицу. И теперь мы с вами снова будем делать прибавление петель около каждой регланной линии. Ну вот относительно начала нашего ряда вот идет наш первый маркер, обозначающий регланную линию, второй, третий и, соответственно, четвертый. Поэтому сейчас, получается, мы вяжем полотно лицевой гладью, провязывая все петли лицевые, не довязывая сейчас до первой регланной линии 2 петель. Сейчас перед регланной линией мы должны посмотреть на наши петли. Когда я начала вязать полотно круговыми рядами, вот сейчас у моих петель, вот перед регланной линией, правая стенка расположена сразу уже перед работой, поэтому здесь, ничего не переворачивая, за переднюю правую стенку я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, накид, и 2 петли еще раз провязываю вместе лицевой петлей. То есть из 2 петель я вывязала 3 петельки. Маркер перебрасываю на правую спицу, и здесь вот после маркера 2 петли я сейчас должна буду развернуть так, чтобы правая стенка располагалась за работой, после чего 2 этих петли за заднюю стенку провязываю вместе лицевой петлей, накид, и 2 петли вместе провязываю лицевой петлей. То есть здесь также из 2 петель я вывязала 3 петельки. И далее продолжаю вязать весь этот круговой ряд до конца, делая прибавление петель около каждой регланной линии. Далее следующий ряд мы снова будем провязывать просто все петли лицевые. И таким образом мы сейчас вяжем этот реглан, делая прибавление петель около каждой регланной линии до и после маркера. И ориентируемся мы сейчас с вами. Первое — это на длину этой регланной линии, вот здесь по переду, и на количество петель. Ну, а я сейчас самостоятельно за кадром вывяжу всю длину этой регланной линии. Сегодня у нас с вами будет следующая часть, то есть продолжение. Мы с вами вяжем детский джемпер. И я уже вывязала часть регланной линии. Я вывязала еще не всю эту регланную линию, так как сейчас мы с вами сделаем небольшие расчеты для понимания, сколько мы должны провязать наше полотно вниз до того момента, когда мы будем отделять рукава и соединять тело нашего джемпера в цельное полотно, то есть перед и спинку вязать по кругу. Для этого в процессе вязания вот я, провязав сейчас какой-то вот участок полотна, пересчитываю периодически петли. И сейчас вот я пересчитала все петли с учетом вывязанного реглана и сделанных прибавок. У меня сейчас получается на спицах расположено по переду 59 петель, 59 петель по спинке, и на рукавах у меня сейчас расположено 38 петель. Сейчас я дошла до того момента, когда вот как раз таки мне нужно показать вам расчеты, так как, забегая вперед, скажу сразу, что петель по переду и по спинке мне уже достаточно, но мне недостаточно петель на рукаве, и мне недостаточно длины этой регланной линии. А длина этой регланной линии я измеряю вот именно по переду, равна, ну вот смотрите, если ровно раскладываем, примерно 10 сантиметров. И теперь давайте непосредственно перейдем к расчетам. Здесь, смотрите, мы с вами должны определиться с длиной регланной линии. Это значение можно посмотреть в интернете.
какому возрасту какая длина регланной линии соответствует. Я сейчас посмотрела и вот решила, что длина моей регланной линии будет равна 13 сантиметрам. Там написано, что на возраст 1-2 года длина регланной линии должна быть равна 13-14 сантиметров. Но так как это у меня идет полухлопковая пряжа и джемпер немножечко может потянуться, я буду делать расчеты, исходя вот из длины регланной линии 13 сантиметров. Далее, что следующее мы с вами обязательно должны сделать, это определиться с шириной изделия. Для меня лично самый, скажем так, достоверный способ определить ширину изделия — это измерить на готовой покупной кофточке, к примеру, маечке, без разницы, на любом изделии, которое ребенку хорошо впору, что касается ширины изделия по вот нашему телу. Так, чтобы, скажем так, не делать никаких там свобод облегания относительно окружности там живота или груди, я измеряю по уже готовому изделию. Поэтому я решила, что ширина моего изделия должна быть равна, ну вот примерно я смотрю, где-то 28-30 сантиметров. Я сейчас буду расчеты делать по большему значению, вот 30 сантиметров. Далее мы с вами должны определиться с шириной рукава. Также это значение я обычно измеряю по уже готовому изделию покупному. То есть я сейчас прикинула, что я хочу, чтобы вот здесь, особенно в районе, когда мы начинаем вязать рукава, ширина этого рукава была примерно 12 сантиметров в ширину. То есть с шириной разобрались, с длиной регланной линии разобрались. Теперь давайте переходим к расчетам. Помним, что в моем случае у меня идет плотность моего вязания в 1 сантиметре 2 петли. Теперь мы это все и переведем как раз таки в петли. Начнем с ширины изделия, то есть это перед плюс спинка. То есть, как я сказала, я делаю вот по мерке 30 сантиметров ширина, поэтому я беру 30, умножаю на 2, так как ширина 30 это идет полуширина, то есть 30 как бы перед, 30 спинка. Поэтому данную цифру я умножаю на 2, получаю, что ширина общая должна быть равна 60 сантиметров. Теперь этих 60 сантиметров я переведу в петли. Плотность моего вязания в 1 сантиметре 2 петли. Умножаю на 2 и получаю в итоге 120 петель. Плюс-минус несколько петель большого значения иметь не будет, но мы хотя бы должны примерно ориентироваться на количество петель, которое у нас должно быть в итоге на спицах. Поэтому это мы обязательно учитываем в процессе вязания. И сразу давайте, не уходя вот как раз таки от передней и задней части, сейчас посмотрим, сколько петель у меня уже расположено по переду и спинке. Как я сказала, я пересчитала сейчас свои петли, и у меня получается сейчас вот в данный момент уже расположено 59 петель на передней части и 59 петель по спинке. И итого я сейчас получаю уже 118 петель. Плюс я еще по 2 петли добавлю вот как раз таки в ширину изделия в тот момент, когда я буду отделять рукава, и на подрезы в районе каждого рукава я буду добирать 2 петельки. Этих 2 петли у нас будут идти в ширину моего изделия. Поэтому здесь у меня будет по итогу идти плюс 2 и плюс вот 2. Получаю 122. А мне нужно 120. То есть, в принципе, вот, как я сказала, плюс-минус несколько петель значения иметь не будет. Но я понимаю, что мне больше прибавки ни на спинку, ни на перед делать не нужно. Но мне сейчас недостаточно ни длины регланной линии, ни количества петель на рукавах. Сейчас для рукавов мы также сделаем расчеты. То есть ширина рукава у меня должна быть, как я говорила, 12 сантиметров. Это также мы умножаем на 2, так как 12 это тоже идет полуширина. То есть спереди 12 и сзади 12. Итого получаю ширину полотна, которую я должна получить вот 24 сантиметра. Переводим это в петли.
То есть умножаем на плотность вязания. И получаю я сейчас вот 48 петель. А у меня сейчас на данном этапе на спицах уже расположено, с учетом сделанных прибавок, 38 петель. То есть у меня этих петель 38. То есть мне еще не хватает 10 петель. Но сразу мы тоже учитываем, что когда мы будем добирать подрезы, вывяжем тело, и вот здесь в промежутке, где у нас будет идти подмышка, у нас получится такое расстояние, где мы должны дополнительно поднять петельки. Эти поднятые петли у нас по итогу будут идти в ширину рукава. И обычно, если я для подрезов отдаю 2 петли, то я в районе этих подрезов на рукав набираю примерно равномерно 5 петель. Поэтому 5 петель я доберу уже непосредственно, когда буду вязать рукав, поэтому 48 петель, которые мне необходимы, минус 5 петель, которые я доберу в процессе подъема петель в районе подрезов. И я сейчас получаю, что мне нужно в районе регланов провязать вот прибавки так, чтобы было примерно 43 петли. С учетом того, что здесь у нас сейчас идет на спицах четное количество петель, округляю вот данное число до целого четного числа, то есть до 44 петель. То есть 44 петли мне необходимо, так? А у меня сейчас этих петель 38, поэтому 44 минус 38, и я получаю, что я сейчас на рукавах должна сделать прибавку вот 6 петель. 6 петель это получается провязать 3 ряда именно с прибавками. Так как прибавки я делаю через один ряд, то получается я сейчас должна провязать еще, получается, полотно 6 рядов. 6 рядов, как раз таки это и будет 6 прибавок на каждом рукаве. Так, надеюсь, этот момент вам понятен. И самое основное, что мы сейчас с вами должны понять, как мы дальше будем провязывать наше изделие, если по переду и по спинке петель нам прибавлять не нужно, а на рукавах эти прибавки мы должны продолжать делать. Поэтому приступаем к вязанию следующего ряда реглана. Так, и здесь сейчас вот идет в середине рукава начало ряда. Я провязываю сейчас петли лицевые, не довязывав до регланной линии 2 петель. Это мы сейчас вяжем рукав. И на этом рукаве мы продолжаем сейчас делать прибавки. То есть вот перед маркером у нас 2 петли, и из этих 2 петель я вывязываю сейчас 3 петельки. На рукаве я сделала прибавку, маркер перебрасываю на правую спицу, и дальше у нас идут петли спинки. Если мы сейчас их просто провяжем лицевыми, то вот этот рисунок регланной линии у нас, скажем так, потеряется. Поэтому сейчас для того, чтобы мы продолжали вязать этот реглан, но прибавки мы делать больше не будем, я сейчас переворачиваю сразу 3 петли. Вот 1, 2 и 3 петля, так, чтобы правая стенка располагалась за работой. И сейчас из 3 петель, то есть вот наших 3 петельки, я вывяжу просто этих же 3 петли. Лицевая, накид и лицевая петля. После чего провязываю сейчас все петли лицевые до следующей регланной линии. Итак, вот я провязала петли спинки, не довязывая до вот нашей регланной линии сейчас 3 петли, так как здесь вот со стороны спины прибавок мне делать не нужно, поэтому я сейчас 3 петли вот перед маркером провяжу за переднюю правую стенку, вот 3 петли вместе лицевой петлей, делаю накид и еще раз 3 петли провязываю вместе лицевой петлей. То есть из 3 петель я вывязала вот 3 петельки, маркер перебрасываю на правую спицу, и дальше у меня идут петли рукава. На рукаве прибавки я продолжаю делать, то есть 2 петли я переворачиваю, и
именно 2 петли за заднюю правую стенку. Вот я провязываю 2 вместе лицевой, накид, 2 петли вместе лицевой петлей. После чего провязываю снова все петли лицевые до следующей регланной линии. Там, где у нас идет следующая регланная линия на рукаве, я сделаю прибавку, то есть из 2 петель я вывяжу 3 петельки, а дальше у меня пошла передняя часть, то есть перед. И здесь я буду провязывать из 3 петель 3 петельки. Дальше следующая регланная линия, последняя. Здесь в конце я также сначала из 3 петель вывяжу 3 петельки, а после маркера, там где у нас идет рукав, из 2 петель я вывяжу 3 петельки, то есть сделаю прибавление петли. После чего следующий ряд, ну вот по схеме, мы провязываем просто лицевыми петлями. Это у нас будет идти второй уже провязанный ряд. В 3-м ряду я также буду делать прибавление петель только на рукавах, то есть вот в этих местах, а здесь нет. То есть здесь из 3 петель я буду вывязывать 3 петельки. Так я сейчас провяжу, ну вот в моем случае 6 рядов. Дальше подключусь, еще раз пересчитаем петли и измерим длину регланной линии. Итак, вот я провязала 6 рядов, которые я сейчас рассчитала. То есть так, чтобы по рукавам у меня вот было то количество петель, которое мне необходимо. Ну, давайте покажу вам эту регланную линию вот по переду. То есть здесь получается вот идет наша регланная линия. Здесь мы на рукаве делали прибавки. А вот здесь вот даже видно это место, я закончила делать прибавку, но при этом вот за счет того, что из 3 петель мы вывязывали 3 петельки, рисунок вот наш в принципе сохраняется, видите? То есть на рукаве у меня уже расположено нужное мне количество петель на переде и на спинке. Нам осталось измерить только длину регланной линии. Длину регланной линии я измеряю вот именно по переду. Так вот ровно полотно раскладываю и измеряю длину от горловины до спицы. Ну вот, в принципе, смотрите, 13 сантиметров мне этой длины достаточно, поэтому сейчас я буду отделять рукава и соединять вязание в круг. Если бы вдруг этой длины мне было бы недостаточно, то я бы сейчас провязала необходимое количество рядов, не делая больше прибавки ни на рукаве, ни на теле. То есть около каждой регланной линии я бы из 3 петель вывязывала 3 петельки. Тем самым я бы продлила длину регланной линии, но количество петель у меня осталось бы вот неизменным. Мне и петель, и длины регланной линии сейчас достаточно. Ну и опять же, чтобы вам примерно хотя бы ориентироваться, вот эта передняя часть, это перед. Сзади идет спинка, там, где я вязала укороченные ряды. То есть вот здесь от горловинки, то есть я сейчас считала вот от вот этой петельки. Так, вот от горловинки, от этой петли у меня всего сейчас провязано, это вот вместе с петлей, которая расположена вот здесь на спице, ну, 30 рядов получается. Но здесь мы ориентируемся не на количество провязанных рядов, а первое на количество петель по переду, по вот рукавам, как мы это рассчитываем, мы подробно с вами разобрали, и на общую длину регланной линии. Это вот основные моменты, на что мы обращаем внимание. Еще сейчас очень важный момент, что мы с вами должны были закончить в любом случае наше вязание в тот момент, когда мы провязывали вот этот ряд по кругу лицевыми петлями, то есть не с прибавками, а просто петли все лицевые, так как вот здесь у нас было смещение ряда, вот за счет того, чтобы эта регланная линия у нас была одинаковая, вот такая же, как и все, мы смещали вот начало нашего ряда. И поэтому сейчас, когда мы уже вывязали всю длину регланной линии, сделали все прибавки, все, мы снова, получается, вяжем ряд лицевыми петлями,
до вот этой регланной линии. Эту часть петель лицевыми петлями я сейчас провязывать больше не буду. Сейчас я должна взять нить контрастного цвета, и петли рукава я буду закрывать нитью контрастного цвета. То есть сейчас с учетом сделанных вот всех прибавок на рукаве у меня расположено 44 петли. Так, вот я беру нить голубого цвета. То есть вот это идет середина нашего реглана. То есть одна часть относится к переду, одна часть относится к рукаву. И сейчас вот первую петлю рукава я провязываю лицевой контрастным цветом, вторую петлю провязываю лицевой, первую петлю протягиваю и спускаю через провязанную. Петлю провязала лицевой, протянула и спустила. То есть так я сейчас буду закрывать 44 петли первого рукава. Можно эти петли сейчас переснять на булавку длинную. Ну вот я обычно эти петли закрываю, чтобы нам ничего не мешалось. Вот идет наше начало ряда. Этот маркер я убираю и просто дальше продолжаю закрывать петли на рукаве, то есть до нашей регланной линии. Итак, вот я закрыла все петли на первом рукаве до нашей вот этой регланной линии, то есть до маркера. Маркер убираю, последнюю петлю рукава вытаскиваю подлиннее и ниточку обрезаю. После чего я беру и петельку вот нашу просто вытаскиваю. Все, мы закрыли петли рукава. Теперь здесь вот идет наша нить от моточка. Это идет перед. Давайте переднюю часть здесь я вот отмечу маркером. Мы уже отмечали, но этот маркер я уже убрала. Так, теперь смотрите, пропустив рукав, так я соединяю вот наши, получается, переднюю часть и заднюю часть, вот рядышком их беру. И теперь вот здесь в этом промежутке между передней и задней частью я доберу для подрезов 2 петельки. Я это буду делать следующим образом. Беру нить, перекручиваю, образуя такую петлю, и накидываю эту петлю на спицу. Раз и второй раз. 2 петли я добрала для подрезов, после чего я сейчас провязываю лицевыми петлями петли спинки до второго рукава. То есть это у нас сейчас вот идет цельное полотно. Отделили один рукав. Лицевая петля, лицевая, и это я провязала петли спинки. Маркер я убираю, и дальше у нас идут петли второго рукава. Я снова беру нить контрастного цвета, кончик контрастной нити просто прикладываю к краю, и теперь я буду точно так же закрывать петли на втором рукаве. Петлю провязала, следующую петлю провязала, далее протянула петельку первую и спустила. То есть точно так же, как мы закрывали петли и на первом рукаве. Сейчас я закрою петли на втором этом рукаве. Лицевая петля, протянула, спустила, я довязала до следующей регланной линии и закрыла все петли на рукаве. Теперь я снова нить обрезаю, последнюю петлю беру и просто вытаскиваю. И здесь также спинка, перед. Вот 2 эти части я сейчас вот соединяю между собой. В районе подрезов вот здесь я добираю 2 петельки, одну и вторую, после чего провязываю лицевыми петлями петли переда. И вот мы с вами сейчас провязали первый круговой ряд. То есть сейчас мы с вами здесь провяжем 2 петли, которые добирали для подрезов. Так, лицевая, лицевая, и вот идут наших 2 петельки. Значит, я провязываю здесь за заднюю длинную стенку 1 петлю лицевую. Дальше давайте вот здесь этот участок у нас будет являться началом ряда.
Поэтому я повешаю маркер. И дальше вторую петлю я также провяжу лицевой за заднюю длинную стенку, после чего буду провязывать все остальные петли лицевые. Петли на втором подрезе мы провяжем точно так же лицевыми петлями за заднюю длинную стенку. Сейчас я довяжу этот круговой ряд до конца, до вот маркера, который обозначает начало ряда, и светлую нить обрежу, после чего возьму нить контрастного цвета. В моем случае я буду использовать вот такой очень красивый цвет какао. Также пряжа Газал Baby Cotton XL, номер 3434. Я довяжу ряд до конца и сейчас подключусь, покажу, как я буду присоединять эту ниточку. Итак, вот я довязываю круговой ряд до конца. И сейчас я беру нить контрастного цвета. То есть я беру ниточку контрастного цвета, кончик прикладываю просто к краю сейчас. И вот дальше лицевыми петлями продолжаю вязать этот ряд, вывязывая всю необходимую длину изделия. Можно связать полотно и полосатое разными цветами, то есть здесь уже на ваше усмотрение, в зависимости от того, какой результат вы хотите получить в итоге. То есть можно связать однотонный базовый джемпер без всяких вышивок и переходов цветов. Можно связать цветной, использовав тем самым, к примеру, свои какие-то остатки пряжи. Ну вот у меня сейчас пока вот будет идти переход от вот такого светлого цвета бежевого в кофейный. И я сейчас так буду вязать всю необходимую длину этого джемпера лицевыми петлями по кругу. Вот здесь, в этом месте, чтобы ниточки у нас не растягивались, я завяжу двойной один узел. То есть вот смотрите, светлая нить, темная нить. Я вот один раз завязываю, не затягивая, сразу же продеваю вот в эту петлю второй раз кончик. И вот такой вот двойной узелочек хорошенько завязываю. В конце эти кончики я спрячу. Ну и все. Когда я вывяжу всю длину джемпера, я подключусь. Нам останется связать резинку и закрыть петли нижнего края. Итак, друзья, вот я вывязала сейчас всю необходимую мне длину джемпера до нижней резинки. Я сейчас даже не буду пересчитывать ряды, так как в любом случае каждый из нас вяжет ту длину, которую он измерил. Я сейчас измерю лучше эту длину в сантиметрах, то есть вот здесь от подрезов до низа. Так, и в сантиметрах, смотрите, вот ровно от спицы до вот подрезов длина равна, ну смотрите, где-то примерно 19-19,5 сантиметров. То есть вот до подрезов. Но опять же, примерно сейчас от плеча до низа длина равна, ну где-то 33-33,5 сантиметра. То есть вот здесь от вот этого плечевого стыка. То есть мне сейчас этой длины достаточно, и я сразу буду приступать к вязанию резинки. Для вязания резинки я использую спицы 3 миллиметра, поэтому здесь вот идет начало моего ряда. Так, маркер я сейчас убрала, так как я буду переходить на спицы на пол размера меньше. И сейчас вот я начинаю провязывать эту резинку, провязывая одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную, лицевая петля, изнаночная. И таким образом, провязывая сейчас по кругу одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную, мы должны провязать всю необходимую высоту этой резинки. Я эти ряды как раз таки сейчас подсчитаю, подключусь, покажу вам, и вместе с вами мы приступим закрывать петли края. Итак, вот я провязала необходимую высоту нижней резинки. Маркером я отмечала вот первый ряд, где я начала вязать резинку, чтобы эти ряды подсчитать. И здесь эта высота у меня сейчас равна 12 провязанных рядов. Если в сантиметрах, ну вот смотрите, высота этой нижней резинки равна, ну смотрите, где-то примерно 4-4,5 сантиметра.
То есть мне этой высоты достаточно. Общую длину полотна я вам измерю после того, как мы закроем петли края. Закрывать петли края можно любым удобным для вас способом. Я буду закрывать эту сейчас резинку с помощью иглы. Нить мы сейчас оставляем подлиннее, и ниточку мы одеваем сейчас в иголку с большим ушком. Начинала вязать резинку я с лицевой петельки, поэтому сейчас мы для наглядности и дальше, чтобы нам в конце красиво соединить два края резинки, то есть это одну петлю вот в начале и одну петлю в конце ряда, я сейчас на первую лицевую петлю, вот за переднюю правую стенку повешаю маркер. Так, это у нас идет первая лицевая петля. Скажу сразу, что сейчас я вам подробно покажу, как мы будем закрывать петли края, но я петли провязываю бабушкиным способом. Значит, смотрите, у лицевых петель вот правая стенка петли у меня будет расположена вот на протяжении всего вязания перед работой, а у изнаночных петель правая стенка расположена за работой. То есть это очень важно сейчас на данном этапе, так как мы должны, скажем так, в процессе закрытия петель края мы будем как бы соединять петли между собой, то есть лицевую и лицевую петлю, пропустив изнаночную, и так, чтобы петли были не перекручены. И здесь очень важно это соблюдать. То есть, повторяюсь, я петли на резинке вязала бабушкиным способом, поэтому сейчас в первую лицевую петлю иголку с нитью мы вставляем вот лицо, внутри у меня идет изнаночная сторона. С лица на изнанку первую петлю я снимаю, вот она у меня остается сейчас на иголке, и сразу иглу я буду вставлять в следующую лицевую петлю вот по лицевой стороне, то есть изнаночную петлю я пропускаю и иголку я вставляю в лицевую петлю, то есть вот получается за правую верхнюю стенку справа налево. И аккуратно ниточку я сейчас вытаскиваю. То есть это мы с вами сейчас прошили 2 лицевых петли по лицевой стороне. Как только мы этих 2 лицевых петли соединили, мы сразу должны перейти на изнаночную сторону и посмотреть на наши петли с изнаночной стороны. С изнаночной стороны у меня также вот начинается наше вязание с лицевой петельки. Вот, так как здесь с лицевой стороны эта петля идет изнаночная, поэтому с изнаночной стороны мы также соединяем 2 лицевых петли между собой. И здесь иголку я вставляю вот в лицевую петлю по изнаночной стороне с изнанки вот на лицо, вот таким вот образом. Аккуратно сейчас петлю снимаю, и далее идет вот наша следующая лицевая петля, то есть изнаночную петлю я пропускаю и в лицевую петлю с изнаночной стороны иголку вставляю справа налево и аккуратно ниточку затягиваем. Так, это мы с вами сейчас прошили 2 лицевых петли между собой по изнаночной стороне. И сразу вязание я разворачиваю снова вот лицевой стороной к себе. Идет опять у нас лицевая петля. И здесь в первую лицевую петлю вот с лицевой стороны иголку я вставляю с лица на изнанку. И сразу эту петлю я первую снимаю. Изнаночную петлю я пропускаю и в следующую лицевую петлю иголку я вставляю вот справа налево. И аккуратно ниточку мы вот сейчас здесь затягиваем. Так, ниточку мы аккуратно поправляем и сразу переходим на изнаночную сторону. И здесь с изнаночной стороны также наше вязание начинается вот с лицевой петельки. С изнаночной стороны в первую вот лицевую петлю иголку я вставляю, получается с изнанки на лицо. То есть изнанка вот снаружи идет лицо, и иголку я вставляю вот с изнанки на лицо.
И сразу первую петлю мы снимаем. Вот она у нас может оставаться на иголке, эта петелька. Так, только подцепляем все ниточки, ничего не пропускаем. Далее изнаночную петлю я пропускаю, и в следующую лицевую петельку иголку я вставляю справа налево. И аккуратно ниточку мы вытаскиваем. Так, это мы прошили 2 лицевых петли между собой с изнаночной стороны. Теперь мы переходим вот на лицевую сторону. И опять наше вязание здесь с лицевой стороны начинается с лицевой петельки. Иголку в первую лицевую петлю я вставляю, получается, с лица на изнанку, петлю первую сразу снимаю, изнаночную петлю пропускаю, и в лицевую вот следующую петлю иголку я вставляю справа налево. И аккуратно вот ниточку я сейчас вытаскиваю. То есть вот это мы прошили 2 лицевых петли между собой с лицевой стороны, и сразу иду на изнаночную сторону. С изнаночной стороны также у нас начинается вот наше вязание с лицевой петельки. Иголку здесь я вставляю с изнанки на лицо. Так вот все петельки здесь мы подцепляем. Петлю первую я снимаю, изнаночную петлю пропускаю, и в следующую лицевую петлю иголку вставляю справа налево. Все таким образом аккуратно соединяя 2 лицевых петли, сначала с лицевой, далее с изнаночной стороны, мы закрываем все петли этого края. С лица на изнанку петлю снимаю, изнаночную петлю пропускаю, и в лицевую петлю иголку вставляю справа налево, пропустив изнаночную петельку. И аккуратно ниточку я вытаскиваю и сразу вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Здесь получается с изнанки на лицо петлю снимаю лицевую, изнаночную петлю пропускаю, и в следующую лицевую петлю иголку вставляю вот справа налево, и ниточку аккуратно я сейчас затягиваю. Все, встретимся с вами в конце. Я покажу, как мы красиво соединим вот здесь в этом стыке 2 края, то есть это начало и конец ряда. Итак, вот я уже практически закрыла все петли края, осталось закрыть последних несколько петель. Давайте сделаем это вместе. То есть я сейчас соединила 2 лицевых петли по лицевой стороне, иду на изнаночную сторону, то есть вот вставляю с изнанки на лицо, и в следующую последнюю вот как бы лицевую петлю, вот именно там, где у меня расположены петли, иголку вставляю справа налево. То есть здесь у нас все так же, как мы и закрывали на протяжении вот этого всего ряда. Так, а вот здесь у нас уже идет лицевая и изнаночная петля, и все, больше петель нет. Поэтому смотрите, здесь на петлю вот мы вешали маркер, и сейчас это у нас идет лицевая петля. Я вставляю иголку вот в лицевую петлю по порядку, вот которая петля расположена на спице, петлю снимаю, и теперь я должна вставить иголку вот именно в петлю, которую я отмечала маркером, вот за верхнюю стенку этой отмеченной петли, вот таким вот образом справа налево. Это я соединяю первую лицевую, получается, петлю в начале ряда и последнюю лицевую петлю в конце ряда. Так, ниточку аккуратно подтягиваю и сразу иду на изнаночную сторону. С изнаночной стороны у нас сейчас будет идти точно так же. Последняя петля с изнаночной стороны, она у меня идет лицевая, вставляю иголку, получается, в последнюю петлю с изнанки на лицо, аккуратно спицы убираю, так, и здесь смотрите, это у нас идет вот эта лицевая петля, далее изнаночную вот эту петлю я пропускаю, и вот у нас идет лицевая петля. Здесь также вот смотрите, я вставляю иголку вот
в лицевую петлю за крайнюю стеночку петли, вот справа налево. То есть также лицевая и лицевая петля, мы соединяем их между собой. Аккуратно подтягиваю маркер, я сейчас этот убираю. Так, и в принципе все. То есть вот идет наш аккуратный край, то есть это идет начало ряда, никаких ступенек здесь нет. Теперь нам осталось только вот по изнаночной стороне, я сейчас где-нибудь вдоль лицевой вот этой дорожки продену нить дальше от края. И в конце нам останется просто аккуратно спрятать этот кончик нити. Когда я буду прятать этот кончик нити, мы обязательно контролируем, чтобы не перетянуть вот этот край. Так, чтобы здесь у нас все шло ровно, красиво и аккуратно. Так, я ниточку оставлю вот здесь кончик, чтобы мне его хватило спрятать. А нить от иглы я сейчас обрезаю. Так. Теперь давайте посмотрим на наш край, который мы только что с вами закрыли. И вот так это все красиво, аккуратно у нас смотрится. И здесь, смотрите, вот мы с вами связали тело у нашего джемпера. Нам осталось связать только 2 рукава. Сейчас давайте измерю общую длину джемпера. Дальше 1 рукав. Первый я свяжу самостоятельно за кадром. Далее подключусь. И 2 рукав мы будем вязать вместе. Так, и сейчас я измерю длину. То есть вот здесь буду измерять от плечевого вот этого нашего стыка, где у нас идет горловина, и рукав, плечо. Это значит идет и общая длина в ровном не растянутом виде равна, вот смотрите, ровно 36 сантиметров. Если от наших подрезов, вот от светлой этой практически полосы, здесь у нас провязано светлым цветом 2 буквально ряда, эта длина равна, ну вот смотрите, 23 сантиметра. Итак, друзья, смотрите, 1 рукав я сейчас связала самостоятельно за кадром. Так, и теперь 2 рукав мы будем вязать вместе. Сейчас мы с вами должны распустить эту бросовую нить и все петли поднять на спицы, ну вот в моем случае 3,5 миллиметра, то есть тот же диаметр спиц, которым мы вязали основное полотно. Так, и здесь я сейчас вот отсюда, наверное, буду поднимать петли. Сначала мы аккуратно, вот по порядку смотрим. Вот идет наша сразу первая петелька. Сначала я ее здесь одеваю на спицу. И ниточку аккуратно вот я распускаю. Вот у меня уже освободилась 2 петля. Дальше 3-я петля, 4-я петля и так далее. Я сейчас убираю бросовую нить и по порядку все петли переснимаю на круговые спицы 3,5 миллиметра. Вязать рукав мы будем по кругу. Я буду его вязать способом Magic Loop. Вы уже вяжете на ваше усмотрение, то есть или на круговых спицах, или можно вязать на чулочных спицах. Итак, я распустила бросовую нить, и вот я подняла на спицы все петли. У меня на спицах сейчас расположено 44 петли. И теперь вот смотрите, вот здесь в этом промежутке мы должны поднять петли. Здесь у нас идет ажурная такая регланная линия. Поэтому здесь я, наверное, подниму вот эту стенку сначала петли раз. То есть поднимаем так, чтобы здесь было все красиво и аккуратно. То есть вот, допустим, раз петелька, дальше 2 петелька. Так, вот здесь, наверное, 2, 3. Так, 4. И пусть где-нибудь, может, здесь вот, да, 5. Этих 5 петель я поделю на 2 спицы. То есть я так чисто визуально 3 петли пересниму на левую спицу, 2 петли оставляю вот на правой спице. Все, я сейчас подняла петельки.
И теперь мы берем ниточку от моточка. Кончик нити я беру сейчас и вот аккуратно вот просто в изнаночную сторону кладу и пальчиком этот кончик нити придерживаю. Петли, которые я подняла в районе подреза, 5 петель, я провяжу как скрещенная лицевая петля, то есть не за длинную правую стенку, а за короткую левую стенку. Одна петля. Так, здесь в принципе без разницы, пусть будет за заднюю, вторая петля и за заднюю стенку петли третья лицевая петля. То есть это 3 петли, которые я подняла. Дальше провязываю сейчас все остальные петли лицевые по кругу. И вот я довязываю ряд до конца лицевая, лицевая. Вот идут 2 петли, которые я поднимала. Лицевая скрещенная, хорошенечко этот стык подтягиваю, и еще одна петля лицевая скрещенная. Все, я сейчас провязала первый круговой ряд. Для наглядности и для удобства подсчета провязанных рядов вот здесь под спицу на петельку я вешаю маркер, и этот маркер будет обозначать первый провязанный ряд. То есть сейчас по кругу я буду вязать, вот провязывая все петли лицевые, длину рукава до первой убавки. Убавки делать не обязательно, то есть можно сделать убавки, скажем так, в последнем ряду перед вывязыванием резинки, но у меня будут идти убавления на рукаве 2 раза. Сейчас покажу, как это смотрится. То есть вот я довязываю лицевые петли на первой спице. Так, дальше вязание переверну и провяжу лицевыми петлями петли на второй спице. Так, вот идет мой рукав, который я только что связала. Идет начало ряда, первая убавка, вторая убавка, и этим маркером я отметила первый ряд вывязывания резинки. То есть вот идут здесь мои убавки, то есть вот одна, и вот идет вторая убавка. Здесь, смотрите, у меня получается от начала ряда до первой вот этой убавки провязано вот этот участок 20 рядов. То есть первое убавление я делала в 21 ряду, поэтому я сейчас самостоятельно провяжу по кругу 20 рядов. Итак, смотрите, я провязала сейчас рукав 20 рядов. Сейчас в 21 ряду я буду делать первое убавление. Для наглядности это, если в сантиметрах, от начала ряда получается где-то 6,5 сантиметров. И сейчас я буду приступать к вязанию, получается 21 ряда. Вот относительно начала нашего ряда, там где у нас шел подрез, мы сейчас сразу 2 петли с левой спицы будем провязывать вместе с наклоном в правую сторону. Правая стенка петель у меня расположена перед работой, поэтому сейчас за переднюю правую стенку я провязываю вот 2 петли вместе лицевой петлей, провязала, хорошенечко петельки подтягиваю, после чего лицевыми петлями провязываю этот ряд, то есть провяжу сначала лицевые петли с первой спицы, далее сейчас буду провязывать лицевые петли со второй спицы, и в конце второй спицы я также буду убавлять 2 петли. То есть это я провязала петли с первой спицы, то есть вязание разворачиваю, леску вытаскиваю, и сейчас провяжу лицевые вот петли на второй спице. Сейчас, когда в конце второй спицы у нас останется 2 петли, этих 2 петли я сейчас должна буду развернуть, сделать так, чтобы правая стенка этих 2 петель располагалась за работой, после чего за заднюю правую стенку 2 петли провязываю вместе лицевой петлей или наклоном в левую сторону. Все это мы с вами сейчас провязали, получается 21 круговой ряд, и сделали, получается, убавление петель, то есть убавили 2 петельки. Для наглядности, опять же, сейчас
вот этот провязанный ряд, то есть вот под спицу на петлю я вешаю маркер. Это идет 21 ряд рукава. И опять сейчас лицевыми петлями по кругу я буду провязывать снова участок полотна до второго убавления. Второе убавление в моем случае я буду делать в 41 ряду, точно так же, как вот я вам сейчас показала. И все, больше убавлять петли я не буду, буду просто вывязывать всю необходимую длину этого рукава. А в моем случае длина этого рукава равна 50 провязанных рядов. То есть вот 50 рядов, и начиная с 51 ряда я начала вязать резинку, и в этом первом ряду резинки, ну или соответственно 51 ряду рукава, я равномерно также сделала убавление петель. Поэтому вот я сейчас, получается, самостоятельно вывяжу всю вот эту оставшуюся необходимую длину рукава, сделав убавление петель в 41 ряду. Итак, я провязала сейчас длину рукава всего, как я говорила, 50 рядов. Сделала убавление в 41 ряду. И теперь смотрите, длина моего рукава до резинки равна, ну, смотрите, где-то 16-16,5 сантиметров. На спицах у меня сейчас расположено 45 петель, а вязать вот этот манжет я буду из 38 петель. Поэтому сейчас при провязывании первого ряда я равномерно убавлю 7 петель. Вязать резиночку, вот этот манжет, я буду на круговых спицах 3 миллиметра. Поэтому я беру спицы 3 миллиметра. Так, и сейчас я сразу продолжаю вязать вот наш круговой ряд. Сейчас мы будем провязывать уже резинку 1 на 1 и одновременно убавим, как я сказала, 7 петель. И сразу первых 2 петли за переднюю правую спицу, на спице вот 3 миллиметра, я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. После чего провязываю 1 петлю изнаночную, 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную. Ну и опять давайте 2 следующих петли провяжем как 2 петли вместе лицевой петлей. То есть я уже убавила, получается, 2 петельки. И дальше продолжаю вязать резинку 1 на 1. 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и опять следующих 2 петли я провязываю вместе лицевой петлей. Убавила уже 3 петельки, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная, и следующих 2 петли также сейчас провяжу как 2 петли вместе лицевой петлей. Так, 1 петля изнаночная, и сейчас я буду провязывать петли вот здесь второй части, продолжая вязать, получается, резинку 1 на 1. Итак, я сделала уже убавление вот здесь на первой спице, начала делать убавление на второй спице. Это я все еще вяжу 1 круговой ряд. Ну, вот мне осталось сделать в конце последнее убавление. То есть вот 2 петли вместе провязываю лицевой петлей, 1 изнаночная петля, 1 лицевая и 1 петля изнаночная. Начинали вязать резинку мы с лицевой петли, закончили вязать резинку изнаночной петлей. То есть на спицах у нас с вами должно быть четное количество петель. То есть все, мы сейчас с вами перешли на вязание резинки, взяли спицы на пол размера меньше и провязали, получается, уже вот именно первый ряд этой резинки. Также для наглядности на вот лицевую петельку, вот сюда я сейчас повешу маркер, это будет идти, получается, первая петля на вот нашей вот этой резиночке, первый ряд. Так, и теперь по кругу, провязывая все петли по рисунку, лицевые петли лицевыми, изнаночные петли изнаночными, и я буду вязать всю необходимую высоту этого манжета, провязывая вот все петли по рисунку.
вы можете провязывать эту резинку абсолютно любое количество рядов. В моем случае высота этой резинки равна 14 провязанных рядов. То есть все, дальше вяжем 14 рядов. После чего, смотрите, мы самостоятельно будем закрывать петли края. Петли этой резинки у нас будут закрываться точно таким же образом, как мы закрывали резинку вот здесь по низу нашего изделия. То есть сейчас, получается, этот манжет я самостоятельно провяжу 14 рядов и закрою петли края с помощью иглы. Как это делается, мы с вами подробно уже это разобрали. Поэтому сейчас я буду заканчивать данный мастер-класс. То есть я довязываю манжет, прячу все эти кончики и джемпер иду стирать. После того, как джемпер высохнет, обязательно вот сейчас вам вставлю фотографии для того, чтобы показать уже окончательный вариант. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.